International 2012. Мы продолжаем. Со мной рядом на этот раз уже не игрок команды Нави, а комментатор Виталий. Да, кстати. Ты известный так же, как Вилат. Ну, Вилат, ты сегодня откомментил много матчей. Как вообще самочувствие? Не, сегодня хороший. У меня хреновое было самочувствие в первый день, потому что джетлаг все-таки был серьезным, как бы после перелета. И в первый день было тяжело, потому что там много было наших. И первый день было целых 16 матчей. И под вечер уже там, как под вечер, под ночь, часа в 2 ночи, я уже настолько устал, ну даже не просто голосовые связки, что у меня просто болела голова. И было очень тяжело. Ну и плюс смена временных поясов. А вот вчера было попроще, сегодня вообще все шикарно. Сегодня я поспал 6 часов, приехал сюда не на 6 утра, а на 8 утра. Как оказалось, можно было каждый день это делать, но я почему-то этого не знал. В итоге я приехал в 8 утра, поэтому отдохнувший. Первые 3 игры были более-менее. Дальше играли Нави, было очень круто. Только что было что-то непонятное на сцене на протяжении 3 часов. Так что я даже не напрягался, мы просто сделали из этой игры фан. Так что я не уставший, полностью готов к гранд-финалу. Замечательно. Ты был на прошлом, да, интернешнале? Что скажешь по поводу прошлого и нынешнего? Не, ну это как равнять, я не знаю, это как равнять Олимпийские игры какого-то 48-го года и 2012-го. То есть в прошлый раз это было сделано в рамках Gamescom. Это был один из 9 павильонов Gamescom, в котором был один кусочек земли, я не знаю, размерами там 30 на 30 метров. И все было очень сбито, была одна сцена, не было ничего настроено. Дота была очень сырая, то есть перерывы между играми были огромные, Дота лагала, тогда не было пауз в игре, тогда не было большинства героев, тогда все было недоработано, все было медленно, все было затянуто и было очень-очень много проблем. Мой стрим в первую очередь не был онлайн, я 5 дней комментировал сам для себя, то есть я комментировал, записывали воды, выкладывали на YouTube, и этого никто не слышал в прямом эфире, то есть для меня прошлый International, ну это был действительно провал, ну для меня как бы команд, ну Нави, говорю Нави, это понятное дело понравилось, командам тоже более-менее понравилось, но вот я думаю, Valve сделали из этого выводы, и то, что мы видим в этом году, это фантастика. Вот буквально во время 3-го матча Нави против LGD проскочила на большом экране вот эта вот бегущая строка, что на данный момент на GameFi, Twitch TV, Ovnet TV и на Dota 2 TV в сумме на 4 стримах, российский, английский, китайский, Dota 2 TV, 534 тысячи человек. Это абсолютный рекорд за всю историю киберспорта. Столько не было еще ни на одном ивенте, ни на одной игре никогда в жизни. Так что я думаю, Valve должны быть довольны. Ну, игроки, стримеры и все остальные, понятное дело, что довольны, потому что действительно организация на уровне. Что можешь сказать по поводу вот того, что команда из верхней сетки, встречаясь с командой из нижней сетки, ну, в верхней сетке никакого преимущества нет? Ну, вообще, вот мы сегодня утром это обсуждали. Я изначально Айсфрогу написал, что, чувак, это неправильно, когда они это только планировали. Но что мне ответили Valve, что турнир настолько долгий, что будет групповой этап и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И в связи с тем, что в последний день будет у нас малый финал узров, финал винров и гранд-финал, то команда, которая выиграет финал винров, будет иметь преимущество перед командой, которая выиграет финал узров, в том, что она отдохнет, она будет не ну, ей не надо будет играть столько там карт. Вот IG, которые сейчас будут играть, они уже сыграли 6 карт в доту. Им сейчас еще играть 5, 11 карт в доту в день ты в пабе даже не сыграешь, потому что ты просто устаешь. А напряжение и $1 миллион на кону, это полная беда. Так что, в принципе, я поддерживаю решение. Может быть, это неправильно, в прошлом году было не так. На всех турнирах, которые проводим мы, это тоже не так. Но это решение Valve, и я вынужден с ним соглашаться. Да, окей. Нави начали в группе, ну, не очень здорово, но в плей-оффе продолжили просто на ура. Что бы ты мог вот до текущего момента, до начала гранд-финала в игре Нави выделить? Какие-то пики, какие-то движения, что-то еще? Ну, смотри, я вот в прелиминари, да, в группе я откомментировал несколько матчей говорю, Нави. И Нави играли вот в какую-то игру, как будто они, не знаю, как будто они катают пабы. То есть они брали, ну, настолько дефолтные стратегии, они настолько, ну, тупые вещи не понимали, у них настолько элементарные вещи не получались, что я подумал, что просто-напросто команда уже не та. Я вот комментировал некоторые матчи, где я говорил, боже, Нави уже не те, тут просто вы посмотрите, какой уровень показывают парни из Китая и какой уровень показывает Нави. То есть, когда у LGD в группе было все просто идеально, у людей работало абсолютно все, у них было 5-6 своих стратегий, а у Нави получался какой-то непонятный рандом. То они брали то-то, 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 то.
что вот, начался плей-офф, я сюда приехал, мне ребята объяснили, что после буткемпа мы сюда добрались, тут проблемы у Попея были с здоровьем, он в первый день был очень уставший, и у него там что-то серьезные проблемы были с желудком, поэтому первый день Нави сыграли просто печально, на второй день они начали разгоняться, на третий день, когда они выиграли матч у Тангфу и вышли, собственно, в сетку винров, у них пошло еще лучше, и тут в плей-оффе опять-таки Нави, морально-волевые, первую игру проигрываем, на вторую игру идем, собираемся в гринруме, обсуждаем то, что случилось, как говорит Измаил, просто-напросто понимаем, что что мы выдумываем, какие антимаги, зачем мы играем китайскими стратегиями, давайте их убьем тем, против чего они не умеют играть. И они просто берут то, против чего Китай не умеет играть, потому что Китай привык играть против Морфа, против антимага, против Наги Сирены, против Медведя. Все, и они просто этих героев еще могут взять вообще всех в одну игру, стоять 45 минут тыкать, а потом тот, кто бил больше крипов, тот выиграл. Все просто. То есть игру вообще можно на 50 минуте заканчивать, встретить у кого больше крипов, тот победитель. По-другому не бывает вообще у китайцев никогда. Нави решили, что мы будем дурака валять, давайте просто-напросто начнем набирать Джаггернаута, Войда и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. О чем мы можем говорить? Ну, о чем мы можем говорить, если Пудж у нас в постоянном бане, LGD забанили Джаггернаута, то есть они уже сами боятся, они не понимают, что происходит. Они видят Нави, которые танцуют там после матчей, которые, проигрывая первую игру вчера у IG со счетом 6-0, улыбаются, ржут, гонят беса и пикают просто какой-то полнейший трэш, который кажется с первого взгляда, ну, это 100% провал, они просто берут игру, играют в свою веселую игру и выносят Китай вперед ногами. Я надеюсь, в гранд-финале они сыграют так же, не будут зацикливаться на вот этом вот антимаг должен ходить в легкую, там Рубик должен ходить в мид, мы должны стоять, на третьей минуте пойти. Если они не будут играть вот по этому долбанному сценарию, а играть в свою игру, то они спокойно выиграют миллион. ЛГД вот до матча с Нави смотрелись такой машиной. Ну, реально, они шли, все сносили. Сейчас Нави их как бы сами, ну, не то чтобы снесли, но обыграли, и ЛГД раз в финале нижней сетки отлетели. Ты игру это смотрел, как думаешь, на ЛГД серьезное влияние оказал вот этот отлет от Нави? Ну, вообще, ЛГД проиграли у Нави своей лучшей стратегией, которой они выносили всех просто полгода, которые они выносили людей даже на US West, то есть Нага Сирена, Дарксир, да боже, да никто в жизни в доте тебе не даст пикнуть Нагу Сирену, Дарксира, да еще и Тайда, это ж просто имбище, ты просто слип, стянул Тайдуль, все умерли. А им Нави говорят, да, пацаны, пожалуйста, забирайте, LGD в себе уверены, первую выигрывает Салат, все прикольно, берут вторую, тут опача, Джаггернаут, привет. Третью игру, окей, баним Джаггернаута, нормально. Они забанили всех остальных кэрри, LGD банят Джаггернаута, Void, опача, привет. И в итоге, я так думаю, что после этих двух игр, которые они у Нави проиграли, у Нави, которые на кураже, они просто поняли, что они не знают, что делать, они поняли, что они непобедимые, их это все зажало, и вот сейчас проиграли у нее IG исключительно на минус морали, потому что, ну, то, что было только что с IG, то, что мы всегда знаем команду LGD, которая, кроме того, что у них Сайлор фармит, у них просто есть два гениальных суппорта, которые бегают, делают там мегапулы, которые вытворяют просто нереальные вещи. На этот раз эти два суппорта, мы за ними с Каспером смотрели, потому что делать больше было нечего, мы смотрели за суппортами. Они просто ходили, он просто прибегал и шаг на линию, давал молнию и бежал на базу лечиться. То есть это тотальная жопа. Они настолько запуганы были после поражения от Нави, они настолько зажались и с вот этой вот мыслью, о боже, игра стоит $100 000, что IG просто взяли их, грубо говоря, перерайт-кликали и выиграли игру. Это была машина до сегодняшнего утра, и эта машина просто как сборная Германии на Евро 2012 наткнулась просто на халявщиках каких-то, да, в лице Нави, которые пришли, тебя Джаггернаутами, Войдом убили, и все, ГГВП. Ладно, окей, International скоро заканчивается, но через неделю начинается ваш финал Старладдера. Я так понимаю, что, ну вот я точно знаю, что MTW уже приказали долго жить, что будут какие-то изменения в проведении Старладдера, может какие-то квалификации запустите? Ну вообще ситуация такая, что перестают существовать по ходу большинство команд, то есть это и CLG, это и Маус, это и Дар, это и Impiati. Я даже если не перестают существовать, то они меняют свои составы, то есть абсолютно все европейские команды, кроме Нави, перестают существовать. Возможно, еще ЕГЭ американцы сохраняют состав. Все остальные просто-напросто они уже не существуют. У нас еще есть Virtus.pro, у которых до сих пор состава нет. У нас есть еще Znation. И у нас есть еще несколько коллективов, которые вышли с Pro-серии. Вот эти коллективы будут. И так как осталась неделя, я знаю, что игроки сейчас будут там будут брать перерыв, то я вообще не знаю, что будет. Я даже не представляю, как это все
будет выглядеть, но я думаю, что... Ну, короче, сезон будет очень тяжелым, надежды были очень хорошие, мы получили финансирование, мы получили еще что-то, мы получили место проведения, дополнительный призовой фонд, все хорошо, все отлично, но походу играть будет тупо некому. Ну, я не знаю, посмотрим. Я буду надеяться, что наши ребята, там, наши комьюнити-менеджеры и так далее поработают с командами, и мы постараемся провести турнир нормальным образом. Если что-то не получится, то будем, наверное, проводить какие-то дополнительные квалификации. Вон, вот этих ребят возьмем, они у нас в про-серии играют в комплекте. Второй сезон бедные из про-серии выйти не могут. В стар-серию здесь на интернешнале рвали всех. Ну, правда, не дорвали до конца. Так что увидим. Я пока затрудняюсь ответить на твой вопрос, но думаю, что что-то придумаем. Что там у вас в Украине с WCG? Почему ты, может быть, знаешь, нет квалификации даже по доте? Я не знаю, если честно. Я знаю, что по ЕСВЦ буквально вот скоро будет анонсирована квалификация. Буквально в день вылета моего сюда со мной связывались, спрашивали, стоит ли проводить квалификацию по доте, так как у Нави есть автоинвайт. Я сказал, что да, стоит, у нас есть Даррер, но Даррер уже нет, поэтому я не знаю, стоит ли проводить квалификацию на ЕСВЦ. Нави получает да, автоинвайт. То есть может будет, может нет, но квалификации по ЕСВЦ точно будут. Они будут в киберарене, я не знаю, когда именно. Ну и по ВЦГ, по сути, тоже, насколько я знаю, они должны быть в киберарене. Да, точно, я уверен, что они должны быть в киберарене, потому что, насколько я знаю, там ребята уже занимаются какой-то там подготовкой, какими-то там онлайн-отборочными, но, опять-таки, я не знаю дисциплины. Я затрудняюсь сказать, что будет по доте. Я вообще затрудняюсь сказать, что там будет, потому что, ну, опять-таки, с командами ничего не понятно. Ну, хотя на ВЦГ там команд не будет, и в итоге соберется одна команда, там Хаблак, Фаник, Хвост, Дэнди, ну, да, и ехать играть в Китай против китайцев вот таким вот миксом. Ну, я не знаю, посмотрим. Ну, окей. Штаты, насколько я понял, ты первый раз, да? Да. Как тебе Штаты? Да, я очень много видел штатов вообще, борода. Я прилетел, меня в аэропорту встретили, завели в отель. В первый день я сходил в супермаркет, проснулся в 6 утра, приехал в Бенароев, в час ночи уехал. Все, что я видел, это мост через какой-то залив. И все, и один раз я заходил в магазин, мне не понравились цены на сигареты, мне не понравилось еще что-то, мне очень понравился отель. Штаты я не видел, у меня завтра будет целый день прогулок, и потом я еще лечу на Гавайи, так что может там я как-то что-то да увижу. Пока я вообще ничего не могу сказать, потому что я даже с людьми толком не общался. Ладно, помимо Нави, ты можешь, помимо игроков Нави, кого-то на этом турнире выделить? Может быть, целиком команду, может быть, какого-то конкретного игрока? Я не знаю, мне нравились, например, как заиграли в комплекте пацаны в группе, но тут у них что-то пошло не так, видимо, не хватило опыта игры на лане и посыпались они. Ну, а кроме них я выделить никого не могу. Могу разве что мне сказать, что я явно недооценивал команду Orange. Я думал, что мало у них что получится, но в итоге ребят тоже хорошо сыграли, вошли в призы, так что, в принципе, вот кто меня удивил, это немного комплекте и немного Orange. А так, в принципе, все предсказуемо. И Нави, вон, с IG в финале, довольно многие этот финал предсказывали. Так что особо меня никто не удивил. Ладно, Ice Frog вроде должен был с тобой встретиться. Ты видел его воплоти? Не скажу. Ну, я не говорю тебе описать его, просто скажи, видел или нет. Да. Ну ладно, переходим к приветам. Всем огромный привет, спасибо, Valve, что привезли нам, спасибо всем, кто меня все эти дни смотрел. Надо лететь уже комментировать гранд-финал, надеюсь, он будет крутым. И вообще, короче, всем спасибо, я пошел комментировать. Как говоришь, Ice Frog зовут? Да. Черт.